Что может работать напрямую от одной солнечной панели КПД, чтобы было 100%? Вот весь ее потенциал можно было использовать. Также в этом видео я хочу показать альтернативные всякие варианты с различными станциями. Ну и поговорим немножко сейчас, что мы будем напрямую подключать к ней. Смотрите, в предыдущих роликах я показывал, что бойлер нагревает воду. Сейчас я покажу на тенах, покажу, какие обогреватели можно включать от нее, а какие категорически нельзя, потому что может привести это к нехорошим последствиям. И сейчас покажу, значит, все номиналы солнечной панели, которые мы будем подключать. Вот перед вами сейчас все показатели, и я хочу заметить, что во всех солнечных панелях указывают заниженные значимости на процентов 20-30. То есть по факту эта солнечная панель выдает 740 ватт, 14 ампер максимум, ну и вы видите, сколько там вольт она выдает. То есть не то, что написано там. И так практически с каждой солнечной панелью, так, чтобы не прогадаться, то есть 450 ватт она точно будет давать, но на самом деле дает больше. Так, ну вот такая у нас летняя нормальная обычная погода. Так, ну что, я напрямую вот подключаю удлинитель, включаю сейчас вот, это солнечная панель, все просто через автомат защиты, напрямую через вот этот провод. Сейчас я подключу сюда мультиметр, в общем, все доказательства вам предъявлю, чтобы не было вопросов. Так, и пока наш штенд греется, хочу, чтобы вы заметили, он у нас отключился, ну сейчас, он у нас 230 вольт, 1950 ватт. Вот наглядно сейчас показываю, чтобы не было вопросов. Искру видим, да? Вот я сейчас подключу его. 50 вольт, это, кстати, официально безопасное напряжение для человека, но ничего человеку сделать не может. Вот, показываю двумя пальцами. Сейчас все, он очень горячий, 5 минут поработал. Сейчас вот включаю 200 вольт постоянного напряжения, не переменного, а постоянного, еще раз уточняю. И вот мы видим сейчас, что солнечная панель подключена 46 вольт. Просадочка небольшая идет, вот показываю, берусь снова двумя пальцами, и ничего не происходит. Вот наш источник, собственно, мультиметр тоже показывает 46,3. Ну, тен очень горячий. Я к нему не прикасаюсь, не переживайте. Сейчас вот показываю. Это 5 минут работы буквально вот. Шипит. Видите, да? Пар идет, все дела. Это 5 минут. То есть вот он, если поработает сейчас минут 10, то он будет вообще тут такой разогретый. Хотя, хочу напомнить, что наш ТН рассчитан. Слышите, как шипит? Наш ТН рассчитан на 230 вольт, 1950 ватт. То есть солнечная панель больше, чем 740-750 не даст. И тем не менее, она способна разогревать этот ТН, чтобы он нагревал воду. Чтобы он нагревал воду, как видите, шипит все. Так, ну что, друзья, даже повырубал все инвертора, чтобы не шумели, освещения нет, но вот отсюда свет как-то от телефона идет. Вот мы видим напряжение. Все, наш ТН. Вот, ставим водичку. Прошло 5 минут. То есть, я что хочу сказать, пусть еще догреется немного. Пока есть хоть какое-то там напряжение, да, вот, всегда будут любые нагревательные элементы, типа тенов, они это будут преобразовывать все в тепло. Ну, давайте уже не будем. Вот. Видите результат? То есть в бойлере будет тот же самый эффект, но однако я хочу сейчас два очень важных момента рассказать. Прям вот не пропускайте, слушайте внимательно. Потому что если не учти кое-какие факты, будут нехорошие последствия. Вот мы сейчас видим полностью разогретый бойлер. Индикации вот нет, лампочка не горит. Хотя если бы бойлер работал от розетки, лампочка бы горела. Вот он разогрет. Где-то от розетки он максимум доходит до сюда.
больше типа не опускается стрелка, ну, не кипит он внутри. Но если от панели будет бойлер постоянно включен, там по 6 часов, по 8, я больше, кстати, там 5-6 часов все не держу. Вот стрелка дошла до сюда, все, хватит мне. Не нужен кипяток с крана. Вот. И вы понимаете, что реле почему-то, ну, не почему-то, а в принципе объяснимо, почему оно не срабатывает. Почему не срабатывает, чтобы он его как бы отсекал, выключал. Он не выключается. То есть будет вода постоянно греться, стрелка может опускаться. Ну, приведет это к нехорошим последствиям. Как бы бойлера перегревать нельзя. Это очень нужно этот факт взять на ус, потому что, ну, понимаете, какие могут быть последствия. Бойлер не рассчитан там на такие максимальные температуры. Так, ну и я сейчас вот бойлер включил в розетку, чтобы наглядно показать. Ну да, индикация есть, лампочка вот работает. Стрелка, я же говорю, больше чем сюда не доходит от розетки. Хоть и бойлер я выставил, чтобы он работал на максимальную свою мощность. Вот. При этом стрелка, я же говорю, ниже вот этой черточки не опускается. Так, ну что, сейчас запустим болгарку. Вот у нас 47,5. Вот щупы пока подключил это все, чтобы стояли. Вот, болгарку запускаем, но в принципе она будет синхронно, а скачок напряжения будет, ну, падать будет. Болгарка работает 20-30%. Ну, то есть от нее такой будет писк, ну, визг стоять, когда болгарка, ну, ребята, те, которые работали болгарками, знают. То есть скорость есть, причем хорошая. Можно, я даже в прошлых роликах показывал, арматуру можно перерезать диском по металлу. Да и плитку можно порезать, но я запускаю все это от инвертора, чтобы была полноценная скорость, ну, обороты, все дела, чтобы обмотка не перегревалась, потому что когда низкое напряжение, я в прошлых роликах рассказывал, почему это нехорошо. Вот, поехали дальше, вам расскажу, покажу, что еще можно включить от этого всего оборудования. Так, извиняюсь, у меня немножечко ремонты везде идут, перестройка. Так, грушу убираем. Вот такой вот беспорядочек у меня. Но, друзья, хочу что сказать. Вот такой вот обогреватель работает очень хорошо от солнечной панели. На единичку ставьте. Он у себя автоматы защиты вообще поставил, в случае чего. Вот. Можно его ставить на двоечку, но будет сопротивление больше, КПД будет хуже. Проверено. Всю зиму проверял. 25-й год и 26-й немножечко там. Так, зима у нас аж до, ну, в марте месяце было так прилично. В общем, подключал, грелась батарея. Зима была солнечная достаточно, там буквально считанные пару хмурых дней было, когда там только аккумуляторы можно было заряжать. Вот, такую батарею можно включать. Я включал. А вот это вот не вздумайте. Потому что есть подвох. Здесь внутри стоит вентилятор, который работает только от 220. Он не включится. Однако у него будет нагреваться тен. Вот эта вся спираль, которую вы видите внутри. Да, такая спиралька вон идет. Вот она вся будет нагреваться до красна. И, ну, суть какая этого вентилятора? То есть, ну, обогреватель. Вентилятор работает, он остужает всю эту спираль нагревательную, весь этот элемент. И дует теплом, и спираль должна охлаждаться. Если вентилятор ломается, кстати, даже если 220 работает, эта штука устраивает пожар, пластик этот не противопожарный, он горит. Поэтому от панели не запустится вентилятор, а запустится тен, будет работать, и будет вот эту всю штуку плавить. Рано или поздно оно все пыхнет. Поэтому эту штуку нельзя подключать. Вот, по причине того, что не запустится вентилятор. Все, это понятно, да? Так, ну у нас заряжается от панели аккумулятора 14,7 вольт, да, 8 ампер потребляется. Это вторая солнечная панель. 38 вольт выдает, значит, она у нас, получается, стоит $35. Панель, которая 450 ватт выдает, стоит $100. Можно за 90 где-то достать, можно за 110. Вот. Собственно говоря, как я уже сказал, скоро открою ФОП, через меня можно будет это приобретать все. Вот, так как вы часто мне пишете, я не думал, что, ну, где достать, где купить, что это может быть проблема. Ну, проблема, в принципе, да, поштучно купить это проблема. Но я эту проблему решу обязательно. Вот, чтобы поштучно можно было их приобретать. Короче, вот у нас все заряжается, работает
от инвертора. Суть такой станции: одна солнечная панель, она от обычных инверторов, таких вот там, да, которые гибридные, там всякие, нужно там, по-моему, 2 или 3 штуки вообще минимум панели, а может даже то 4. Но суть контроллера такого заключается в том, что он запустит солнечную панель даже с одну штуку. Вот. Любой шим-контроллер может запустить. Только там есть ограничение, сколько он может максимум ватт пропустить через себя. Но он все равно там процентов 20-30, может даже 40 в некоторых случаях срезать может мощность солнечной панели. То есть суть такой станции — это заряжать аккумуляторы ваши. И какие аккумуляторы у вас будут стоять, решать вам. Кислотно-свинцовый — это дешевый вариант, как видите. Дешевый вариант. Вот, можно поставить сюда литий железофосфат, если денег не позволяют. Вот. Но чаще всего это все очень дорого, поэтому кислотно-свинцовые аккумуляторы очень дешевые. Инвертора тоже вот можно ставить разные. Я отсюда больше, чем киловатт, никогда не использую. А на постоянке там ватт 300 и не больше. Вот. Аккумулятор разряжается, инвертор лишнюю энергию вот выдает. Если здесь будет просадка сильная, то значит вы больше потребляете, чем может дать солнечная панель. А так просадки нет. Там вентиляторы в доме работают, такое чисто освещение. Вот, поэтому, да, всю такую станцию можно, вот где-то таких 2 аккумулятора, контроллер, инвертор. Сейчас у меня солнечная панель отключена, просто он сейчас не заряжается. Контроллер, инвертор, 2 аккумулятора, солнечная панель, 450 Вт. За $200 можно такую станцию собрать, чтобы там, например, стиралкой пользоваться, стирать. Банально. Я в следующих роликах покажу еще более интересные лайфхаки. Подписывайтесь ко мне на канал, у меня много полезной информации. Да и чтобы не пропускать новый контент про нашу солнечную энергию. А что касаемо ребят, которые сейчас скажут, надо купить, не париться, себе целую станцию. Если деньги позволяют, можно вообще улететь жить куда-нибудь на Марс. Или вообще платить за электричество и не париться. Вот, как-то так. А здесь идет речь о том, как бы не остаться без электричества и как бы сэкономить, что, да, вот уже бойлер греется, да, вода уже приятно. Спасибо, друзья, за просмотр. Оцените мое видео комментарием и лайком. Пишите, если что-то было непонятно. Спасибо большое.